Всем привет! Меня зовут Александр Петров, я лидер группы Alex Ursus. Сегодня у нас на обзоре гитара легенда. Это знаменитая Takamine PT400. Эта гитара представляет собой парлор, корпус, гриф от обычной акустической гитары, очень тонкий. Очень прям тонкий, 12,5 миллиметров, прям вот он. И здесь он тоненький, смотрите какой. Вот. А отличительная особенность ее, то что голова выполнена с пролетками, как на классической гитаре. Но колковая механика здесь стоит именно акустическая, она полностью металлическая, там держит все хорошо. Это гота настоящая, с регулировками, как мы видим. Можно прям настроить ход плавный, неплавный, как вы хотите, вообще все, что хотите. Не изнашиваются колесики совершенно. То есть это говорит о правильно подобранных парах трения. Здесь какой-то черный металл на самом червяке, а колесо такое из какого-то желтого металла. Это не латунь, это что-то более жесткое. Ну, в общем, вот такая штука. Так, по материалам. Верх это ель, задняя дека и обечайка это махагон. Это махагон прям такой отборный, красивый, с хорошими тонкими пружинами, все как нужно прям. Подставка и накладка, отборнейший, красивейший палисандр. Он прям отборный, у него прям нигде нет сучков. Рисунок ровный, красивый. Здесь в этом плане все хорошо. Гитару я покупал по интернету, задолбал продавца, потому что он бегал с линейкой, с ангельциркулем, мерил каждый миллиметр, и мне отчет каждодневный. Целую неделю мы с ним переписывались. К минусу продавца, что скажу, прислал он мне, значит, с ржавым вот этой втулкой ржавой. Но потом, правда, исправил. Еще 2 недели там. Я ему отправил вот этот колок, он мне там все сделал. Все нормально. Так, крепление струн. Тут мое самое ненавистное на планете, которое есть вообще на гитарах, это колышки. Ну, я ими уже научился пользоваться. Нужно при установке колышка еще протянуть струну, чтобы она там расклинила колышек и подставку с той стороны. Вот. И тогда более-менее нормально там держится. Дешевая пластмасска. Я так понимаю, это все родное. Здесь беленькое вставлено в черненькое. Такое себе все. Так, маркеры у нас тут где-то миллиметров 5, как я люблю. Чуть больше на 7-м ладу. Остальные все вот такие. Дека очень толстая. Гитара вообще тяжеленная. Есть даже такое понятие, что гитару по весу кто-то подбирает. Многие говорят, специалисты, кто потрогал много гитар, что зачастую, не всегда, но часто, хорошая гитара, имеется в виду акустическая, она так хорошо весит. Стояли струны 11-й, гитара практически не звучала, не давала нормального звука, то есть под нее нельзя было нормально играть. В основном дребезг один слышался, пока я не поставил 12 струны. Как вы знаете, я ставлю в основном 11 струны. На моем Ovation, на моей Sigma, на моей Yamaha предыдущих стояли 11 струны, и меня все это там устраивало. Дело в том, что у Ovation действительно тонкая дека и жесткий гриф. И если ставишь 12 струну, там все так жестко, там прям невыносимо, нажать невозможно, даже при отстроенной гитаре. Здесь же такого нет. Дело в том, что здесь гриф из, я не знаю, какое дерево, врать не буду, но из более такого упругого. То есть он, когда ты его тянешь в одну сторону, он стремится тянуться в другую сторону. В отличие от того, там какой-то подук стоит на Ovation, и там как на швабре все натянуто, и уже ничего ты не сделаешь. Вот. И тут действительно дека очень толстая, и когда ставишь 12 струны, и играть мягко, нормально, и гитара плюс звучит. Ну давайте немножечко я вам сыграю сейчас.
Слышите, какой сустейн? Она еще звучит. Гитара мне очень понравилась. Ее пробовал на нескольких концертах. Действительно, она, то есть, дает такую динамику, хорошая поддержка голосу. Играем мы сейчас пока в таком уменьшенном составе. То есть я играю, и у меня еще кахонистка со мной играет. Динамику гитара дает, так что можно и с кахоном, то есть все отлично звучит, и ничто никуда не теряется. Потому что здесь довольно мощные звукоснимающие элементы. И вообще очень грамотная, хорошая электроника. Здесь мы видим такой блок преампа. 4 регулировки. Посмотрите, какие сами. Здесь сброс частот. Есть регулировка громкости. Она так вот утопает зачем-то. Все работает на кроне. Из недостатков только единственное, что нету тюнера. Ну да бог с ним. Так-то все нормально. Вот, выход на джек находится вот здесь. Прям на самой пуговице. Что, в принципе, оказалось удобным. Мои впечатления какие? Именно в акустике. То, что гитара, она не дает в акустике запаса в динамике. Практически как бы ты на ней не играл, она будет звучать всегда с одной и той же громкостью. Если вы планируете, например, играть какую-то музыку, аккомпанементы там чесом, переборами, ДДТ, аквариум, какие-то современные клавы коки там и прочее, то эта гитара вам не подойдет. Присмотритесь-то лучше к чему-то с более большой декой. Может быть, дредноуды, джамбо, аудиториумы там и прочее. То есть это такая именно маленькая прям гитара, именно маленькая для нормального звучания. То есть она нужна только исключительно для вот какой-то музыки, где используется мелодическая линия, где хороший звук с хорошим тембром, где отчетливо слышна каждая нотка в аккорде, понимаете? Вот тогда нужна вот такая гитара. То есть она, в принципе, не для всех целей подходит. Для именно ценителей гитары в таком корпусе, которые знают именно плюс от такого корпуса. Ну, в общем, все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь обязательно на канал. Пишите вопросы в комментариях. Все контакты будут внизу мои. Там, если хотите посотрудничать или что-то спросить, то, пожалуйста, пишите. С удовольствием с вами поговорю. Все, всем пока.